Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Сегодня в работе очередной конструктор. Куча разномастных кусочков плотной мебельной ткани. Все оттенки серого цвета. Есть куски покрупнее, есть помельче. Специально ничего не режу. Работаем с тем, что есть. Для начала вырежем 2 квадрата одного размера. Один лоскут немного светлее, другой темнее. Эти квадраты сложим вместе, лицом к лицу, и заколем булавочками. Можно сразу же нарисовать диагонали. Прошьем эту заготовку по периметру. Девочки, вы же понимаете, что только серые ткани – это немного скучно. Хочется цветов и бриллиантов. Заглянем на сайт интернет-магазина «Любимый Василек». Добавить ярких красок в жизнь легко и просто. Обновим полотенца на кухне, и ромашки, и маки, и васильки. Эта ткань – плотный лен, дорожка шириной 50 сантиметров. И к сезону весна-лето нужны новые футболки. И мужские, и женские. И носки тоже. Есть несколько стадий носки носков. Первое. Окружающие по запаху знают, что у вас есть носки. Вторая стадия. Кинешь носки вверх, они прилипают к потолку. Третья стадия. Поставишь в угол, стоят. Ну а с носками четвертой стадии носки можно уже в лес на медведя ходить. Ой, а это что? Ага, жил Адам в раю на древе, прятался от всех в кусты. Догадалась, кстати, Ева подарить ему трусы. Ну вот какие мы девочки, обо всех заботимся, а о себе тоже надо помнить. Прекрасная женская блузка в клетку, такая модель называется Александра. Я же говорю, себя надо любить и баловать. И кто же нам скажет сердечное спасибо? Даже если некому, то наволочка и пододеяльник с сердечками окружат нас любовью и заботой. Вообще, есть мода на домашний текстиль, а в этом сезоне в тренде геометрические фигуры и линии. А молодежи нравится все новое и необычное. Пушистый лохматый плед с длинным ворсом шиншилла – прекрасный подарок. И, конечно, помним, что по промокоду POLY10 для моих подписчиков действует скидка 10% на ткани на отрез. И в этом интернет-магазине бывает лоскут на вес. А сейчас будем шить дальше. Еще раз проверим диагонали, отрежем уголки. А потом приподнимем верхнюю деталь и разрежем ее по нарисованным линиям. После этого отогнем уголочки. Сами видите, таким нехитрым способом мы увеличили размер нашей заготовки. Ткань в работе у нас плотная, мебельная, не сыпется, но ее надо дополнительно закрепить, поэтому отстрачиваем швы. Заготовку промеряем, подравниваем. Конечно, ее размер надо еще увеличить. Обошьем со всех сторон полосками ткани шириной 10 сантиметров. У меня нет очень длинных кусков. Будем делать полосы составные из нескольких оттенков серого цвета. Лишние срезы нам не нужны. Длину куска используем по максимуму. Вот такие кусочки, полоски, смогла накроить. Естественно, в работу берем только хорошие, красивые места без следов клея, заломов, потертостей. Зачем нам в новом изделии старые дыры? Мелкие лоскутки сошьем вместе. Попробуем соединить темное, светлое. После того, как соединили 2 детали,
Их расправляем, швы направляем в разные стороны и отстрачиваем. Так мы их прижимаем, чтобы они не топорщились. Подготовленными полосками обшиваем нашу заготовку квадрат в квадрате. Прошили, развернули ткани, отстрочили швы. Подравниваем заготовку и отрезаем лишние ткани. Вы заметили, что сначала мы пришиваем, а уже потом режем. Когда готова одна сторона, начинаем придумывать вторую деталь такого же размера. Сделаем ее также, по такому же принципу, что и первую часть. 2 квадрата сошьем вместе по периметру. Потом один из них разрежем. А дальше складываем вместе лицом к лицу обе части и прошьем их по периметру, оставляя отверстие для выворачивания. Получается прекрасная заготовка. Остается только туго ее набить наполнителем, холофайбером или обрезками синтепона и зашить оставшиеся отверстия. Подушка получилась очень интересная. Вроде бы просто. Несколько оттенков серого цвета. Но как интересно они смотрятся вместе. При этом все ткани бархатистые. У каждой свой рисунок, свое направление ворса, свое сияние. И при поворотах на эти ткани по-разному падает свет. Все сияет и переливается. Эта подушка предназначена в подарок мужчине, поэтому цвет специально подбирался такой приглушенно благородный, сияющий. А вспомните, какая невразумительная куча обрезков была в начале. Волшебство. Прямо как в том анекдоте, когда иностранцы купили в Советском Союзе самолет в разобранном виде. Наши им предлагают еще и инженера отправить для сборки. Иностранцы отказались. Сами соберем. Собрали. У них получился трактор. Ну куда деваться? Просят прислать инженера. Приехал инженер, закрылся в ангаре. 3 дня проходит, открывают ангар, а там самолет. Спрашивают инженера: как так? Мы же все по инструкции собирали. А тот отвечает: а там в инструкции в конце мелкими буквами написано: после сборки тщательно обработать напильником. Вот и мы, рукодельницы, все тщательно обрабатываем иголкой с ниткой. Ну, как обычно, напоминаю, кто еще не подписан, обязательно подпишитесь. Ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!